Всем привет, меня зовут Василя, и это канал о вязании крючком. В сегодняшнем мастер-классе свяжем вот такую шапку, и также к ней в следующем мастер-классе мы свяжем вот такие митинги с таким же узором, как на шапке, и с анатомическим пальцем. На шапку понадобится 2 мотка пряжи. У меня от фирмы Пихорка, детский каприз теплый. Здесь у нас идет в 50 граммах 125 метров. 50% шерсть мериносовая и 50% фибра. Пряжа очень мягкая и теплая. Понадобится 2 мотка пряжи. Если будете вязать также митинги, то понадобится еще 1,5 мотка, поэтому можете смело взять 4 моточка пряжи. Также для вязания нам понадобится крючок номер 4, маркер, можно взять обычную булавку и пластиковая игла для сшивания макушки. Если нет пластиковой иглы, можно будет нить протянуть просто крючком. Моя шапка на размер 55-57, глубина шапки 21 сантиметр, отворот 8 сантиметров. Шапка связана в поперечной технике, и поэтому вы сможете связать ее на любой размер. То есть вам понадобится провязать либо больше, либо меньше рядов, в зависимости от окружности головы. Вот такая у нас макушка. И вот такой шов. Здесь его почти не видно. И при отвороте тоже он не заметен. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Набираем цепочку из воздушных петель. Делаю петлю. Провязываю. Самую первую петлю я считаю. Я ее не затягиваю. Это первая петля, вторая, третья и так далее. Нам необходимо набрать 62 воздушные петли. Вот моя цепочка из воздушных петель. В длину она получилась 33 сантиметра. Далее провязываем полустолбики с накидом, начиная со второй петли от крючка. Первая, во вторую петлю вводим крючок, делаем накид, во вторую петлю вытянули, 3 петли на крючке провязываем вместе. Снова накид, в следующую 3 петли провязываем вместе. Мы должны провязать 25 полустолбиков с накидом. Провязали 25 полустолбиков с накидом. Далее делаем также накид, провязываем следующую полустолбик с накидом. И вот это место отмечаем маркером. Вот эта часть из 25 столбиков, это у нас будет отворот шапки. Далее провязываем также полустолбики с накидом, всего 30 штук. Вот у нас первый полустолбик с накидом. Далее второй, третий и так далее. 30 полустолбиков с накидом. В конце осталось 6 петель, провязываем их соединительными петлями. Захватываем нить и протягиваем через петлю. Далее делаем одну воздушную петлю, переворачиваем. Также провязываем со второй петли от крючка, только захватываем заднюю стенку петли. Вот первую, за вторую. И также в начале провязываем 6 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь будем вязать основной узор. Также делаем накид на крючок
и захватываем вначале переднюю стенку петли. Вот мы захватывали заднюю, теперь захватываем переднюю. Все 3 петли вместе провязали. Снова накид на крючок, теперь захватываем заднюю. Все 3 провязываем вместе. Накид, снова переднюю стенку. Накид, заднюю стенку петли. Вот таким образом, чередуя, провязываем 30 петель. Где установлен маркер, мы провязываем последний полустолбик с накидом за заднюю стенку петли. Последующие 25 полустолбиков с накидом мы провязываем, захватывая только заднюю стенку петли. Также делаем накид и провязываем все 3 петли вместе. И вот это место отмечаем маркером. В конце осталось провязать 2 полустолбика с накидом. Самый последний провязываем, захватывая обе стенки петли. Это делается для того, чтобы край у нас был ровный. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Также провязываем со второй петли от крючка, делаем накид и провязываем за заднюю стенку петли 25 полустолбиков с накидом. Довязываем до маркера. Двадцать пятый столбик я провязала, где у нас маркер. Далее у нас идет основной узор. Он начинается всегда одинаково. Делаем накид и захватываем в начале переднюю стенку петли. Отмечаем маркером. Далее захватываем заднюю стенку. Снова переднюю. И так провязываем 30 петель. Провязываю 29 столбик и последний провязываю за заднюю стенку. Заканчиваться тоже будет всегда одинаково. Будем провязывать полустолбик с накидом за заднюю стенку, а начинаться будет, захватывая переднюю стенку. И осталось 6 петель. Здесь мы провязываем 6 соединительных столбиков. Провязываем, захватывая заднюю стенку петли. В конце делаем одну воздушную петлю, перевернули. Также со второй петли от крючка за заднюю стенку провязываем 6 соединительных петель. Далее делаем накид на крючок. И, как я говорила, узор начинается, провязывая переднюю стенку петли. Запомните. И в конце, последний 30 столбик, мы провязываем, захватывая заднюю стенку петли. Начинается и заканчивается всегда одинаково. Провязываем 30 столбик, где у нас маркер.
И, как я говорила, ряд заканчивается одинаково за заднюю стенку петли. Далее провязываем 25 полустолбиков с накидом только за заднюю стенку. И в конце не забудьте провязать за обе стенки петли последний столбик. Далее у нас ряды повторяются. В конце делаем одну воздушную петлю, провязываем 25 полустолбиков с накидом, далее 30 полустолбиков с накидом, чередуя провязывая за переднюю, за заднюю стенку петли и в конце 6 соединительных петель. И в длину она у нас получилась 30 сантиметров. Я провязала всего 60 рядов. Ниточка у меня находится снизу шапки. Здесь у нас нет ни лицевой, ни изнаночной стороны. Узор у нас с двух сторон одинаковый. При сшивании шапку буду складывать вот таким образом, чтобы нить оставалась с правой стороны. Сейчас я скажу размеры. В длину она получилась 30 сантиметров. И по резинке 46 сантиметров. При сшивании вот с этой стороны у нас идут косички, мы будем захватывать переднюю стенку петли. Вот эти петельки. А с этой стороны крючок будем вводить в каждую петлю. Вот здесь вот их видно. Ниточку укладываем внутрь шапки. Находим с этой стороны крайнюю петлю. Захватываем нить и вытягиваем петельку. Теперь с этой стороны мы захватываем вначале крайнюю полупетлю, затем с этой стороны вводим крючок в петельку и провязываем соединительную петлю. Вытянули петлю и через 2 петельки на крючке. Далее в следующую, вначале с этой стороны крайнюю полупетлю, затем здесь и провязываем. Таким образом мы провязываем до конца шапки. Вот я провязала до конца. Оставляем кончик нити для сшивания макушки. Кончик вытягиваем через петлю полностью. Здесь вот так затянули и продеваем в иглу. На макушке у нас есть вот такие вот петли. Вот они сверху видны. Сюда мы продеваем иглу. Собираем все эти петельки по кругу. Если у вас нет иглы, можно просто крючком протянуть нить по вот этим петелькам. Я собрала все петли по кругу. И теперь тянем за нить и очень аккуратно стягиваем. Сильно не тяните, чтобы нить у вас не порвалась. Стянули, далее снова вводим крючок вот здесь вот под петельки и закрепляем. Хорошо прошиваем макушку, закрепляем в нескольких местах и затем кончик нити прячем
вот таким образом под петельки. Все, лишнюю ниточку обрезаем. Стянули макушку. Здесь у нас идет шов. Теперь эта сторона у нас будет изнаночная, поэтому шапочку выворачиваем. Вот такая получилась у нас макушка. Здесь у нас практически шва не видно, и при отвороте здесь у нас идет такая вот небольшая косичка, и она сочетается с основным узором. Вот и все, шапочка наша готова. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.